Друзья, сегодня мы вас приглашаем в необычный музей. Музей смерти, который находится на территории Новосибирского крематория. Здесь все рассказывается о культуре смерти, и традициях, как хоронили в Руси, как провожали э, родственников, любимых и близких в далекий путь. Как это было, мы с вами посмотрим, побываем в их залах. Удивительно, но не все местные жители, даже в Новосибирске, знают про него. Зато туристы ставят себе музей смерти, или как он официально называется, музей мировой погребальной культуры в план для обязательного посещения. Еще бы, это уникальное место, и таких музеев у нас в стране больше нет. Мы побывали там и остались под огромным впечатлением. Сам музей находится в поселке Восход, это Новосибирская область, улица Военторговская, дом 4. Добираться, конечно, сложновато самостоятельно, на автобусе 203 можно добраться, но ходит он, к сожалению, не часто. Можно или на такси, или на своей машине, что это был самый оптимальный вариант. Работает музей каждый день, кроме понедельника с 11 до 7. По ценам могу сориентировать вас таким образом, что, например, если все 3 зала посетить с экскурсоводом, стоимость будет 1300 рублей. Льготный билет со скидками, это будет стоимость 900 рублей. Ну, там разные залы, разные моменты посещения, поэтому это лучше уже вам на месте или на сайте посмотреть. Год основания музея считается от даты 1992 года. В коллекции музея несколько тысяч экспонатов. Потрясающие траурные платья, их тут более 200. Модели катафалков, живописные инсталляции, скульптуры, 9000 фотографий на тему смерти и более 11 тысяч открыток. В XIX веке траур строго регламентировался. Для женщин правила были строже, чем для мужчин. Например, траур вдовы делился на несколько этапов. Первый год – только черная одежда, покрытая крепом, траурный чепец на голове или шляпка с черной вуалью. Никаких украшений или блестящей отделки. Единственное украшение – это обручальное кольцо. Иногда женщины носили траурные украшения из черного янтаря и медальоны и броши с волосами покойного мужа. Вдове нельзя было появляться в общественных местах. Лучше просто сидеть дома и принимать визиты. Через год можно уже было начинать выходить на прогулки и наносить визиты. А еще через 6 месяцев можно было перестать носить креп, и одежда просто черная. А через 2 года после смерти мужа начинался период полутраура. Он мог длиться где-то от полугода до бесконечности. В этот период женщины могли носить одежду серых цветов, неброские оттенки лилового, фиолетового, с белой отделкой. Из украшений разрешался жемчуг и аметисты. Также в XIX веке существовал обычай фотографировать умерших перед похоронами так, словно они просто заснули. Некоторых фотографировали стоя. Для этого применялись специальные держатели, которыми фигура умершего закреплялась так, чтобы на фото их не было видно. Также в XIX веке была очень высокая смертность детей, поэтому до наших дней дошло очень много фотографий мертвых детей, снятых как живых. Часто живых детей фотографировали вместе с умершей сестрой или братом. А для придания реалистичности мертвым открывали глаза, чтобы придать живой вид, активно применяли румяна, белила, а в руки давали цветы или игрушку. Вот еще интересно, хотела момент вам рассказать про русские похороны. Узнала, что на Руси было принято устраивать символические похороны, свадьбу для тех молодых, кто не успел вступить в брак. Считалось, что свадьба – это обязательно для каждого. Если человек не успел при жизни вступить в брак, надо сделать это после смерти, иначе душа не успокоится. Например, если хоронили незамужнюю девушку, пекли свадебный каравай, который ставили у головы, наряжали ее в свадебные платья
девушки играли роль подружек невесты, а парень вызывался стать женихом. Также, который вызывался он женихом, шел за гробом. А на кладбище разрезали каравай и раздавали. Вот такие были обычаи. Рядом с крематорием находится парк памяти, в котором можно увидеть образцы искусства народов различных национальностей и религий. Кроме того, в парке крематория находятся и другие необычные скульптуры, такие как динозавры, черепа. Здесь также находится и детская площадка. Считается, что люди, приехавшие по делам с детьми, ну, по делам вы понимаете, по каким делам, и можно оставить ребенка, вот, поиграть на территории данного парка. Ну, это вот такая фишка Новосибирского крематория. Также здесь есть и зоопарк. Ну, как зоопарк? Мини-зоопарк, где обитают белки, но главный житель этого зоопарка – это монгольский верблюд по имени Фараон. Когда я увидел это спокойствие, усыпляющий взгляд и размеренность движения по снежной пустыне, то убедился, что это животное просто необходимо в Колумбарном парке, необходимо для людей, которые приезжают в парк, чтобы помянуть своих ушедших близких. Такое редкое животное, на удивление, гармонично сочетается с такими местами для созерцания, для благодарных воспоминаний, для уединения. Так объяснял создатель Новосибирского крематория появление, причину этого верблюда. Люди это оценили. У белок и у верблюда сейчас очень много друзей. Кто приходит к нему, кормят их семечками, морковками. И верблюд оказался очень нужен на кладбище. Рядом с клеткой висит табличка, предупреждающая, что животное не любит резких движений и может укусить или плюнуть. Вот так. Мы к нему, честно говоря, подходили очень осторожно. Сейчас в крематории, говорят, даже живут кошки. В тени аллеи памяти прячутся лавочки. Приглядевшись, можно заметить, что под деревьями фотографии людей с траурными ленточками, а лавочки установлены в память о том или ином усопшем. Центральное место в парке памяти или в парке скорби занимает стела, выполненная из металлического каркаса, стилизованного по дереву, ветки которого украшают бронзовые голуби. Голубь – это главный символ колумбария и кремации в целом. Именно на крыльях белых голубей души умерших после кремации тел взлетают на небо. Стелу венчает бронзовая скульптура девушки, выпускающей из своих рук голубя. Стела установлена в самом центре так называемом поле жизни, где будет развеиваться прах кремированных, если на то будет соответствующая воля. Одухотворить окружающую среду парка призваны культовые сооружения, православный храм и часовня, католическая часовня и буддийский храм. Предполагается, что последние будут установлены на мостике, который прикрывает небольшое озеро, расположенное на въезде, в входе в парк. Ротонды, арки, вазоны, обелиски – все это составная часть мировоззренческого эстетического содержания парка. И в завершение своего рассказа хотела остановиться на одном моменте пожелания. Не приезжайте сюда на час и два, приезжайте на 3 и более, чтобы у вас хватило времени на осмотр самого музея, где есть 3 зала. Сам парк, он очень большой. И также вы можете посмотреть вот в ангаре машины, которые в разные периоды возили умерших. Это выставочные образцы. Но тут тоже требуется время. Поэтому нужно остановиться, послушать экскурсовода, если вы будете заказывать лекцию. Остановиться, вообще побыть на свежем воздухе и подумать о душе, так скажем, и обо всем, что нас окружает. Так что были рады, что вы были с нами. Пишите комментарии. Мы были очень рады, что вы смотрели наше видео. Всем хороших дней. Самое главное – здоровья.
и мира над головой. Всем пока-пока.